Привет, друзья! Мы вместе с брендом спортивного питания Meal2Go запускаем новый марафон. С 29 июня в моем инстаграм каждый понедельник, среду и пятницу вас ждут посты о питании в зависимости от ваших целей. Мы будем планировать ваш рацион вместе. Я буду давать вам различные советы и задания. Вы узнаете, как разнообразить ваше питание с помощью различных вкусных рецептов и как при этом сочетать спортивное питание для достижения вашей цели. И самое главное, у нас будет 3 победителя, которым достанутся наборы спортивного питания от Meal2Go в зависимости от вашей цели. То есть у нас будет 3 категории участников: те, кто худеют, те, кто набирает мышечную массу, и те, кто удерживает свой результат. Все, что вам необходимо, это так же, как и я, делать такие коллажи своего рациона за целый день и добавлять фотографии хэштег Meal2Go. Также не забудьте в главной строке вашего аккаунта на главной странице добавить хэштег вашей цели. Вы можете их посмотреть здесь. Можете делать фотографии чаще, чем 3 раза в неделю. Делайте. Самое главное показать, насколько правильный ваш рацион, насколько вы следуете нашим советам и насколько вы увлечены нашим марафоном. Напоминаю, что наш марафон абсолютно бесплатный, и каждый из вас может принять участие в нем. И 29 июня будет начало. Не забывайте и заходите в мой инстаграм, чтобы следить за обновлениями наших постов. Всем желаю удачи, и мы приступаем к рецепту вкуснейших сырников. Ну что ж, наконец-то я решила снять новый рецептик для вас, и сегодня мы с вами вместе будем готовить диетические сырники в мультиварке на пару. Мне кажется, это самый диетический вариант сырников, который только может быть. Я очень вам советую его попробовать. И как видите, сегодня я буду разговаривать вместе с вами. В общем, такой немножко новый вариант исполнения рецептов на моем канале. Если вам понравится, ставьте лайки. Будем болтать и лепить сырнички вместе, что может быть лучше. Итак, для сегодняшнего рецепта сырников нам, естественно, потребуется творог. У меня творог простоквашино 5%, 2 упаковки. Здесь по 220 грамм, то есть выходит где-то 440 грамм. В качестве скрепляющего элемента в наших сырниках у нас будет мука. У меня это просто пшеничная мука. Конечно же, можно взять более полезную муку, там, допустим, какую-то овсяную и так далее, как вам больше нравится. Опять все зависит от того, когда вы планируете есть сырнички. И еще я решила добавить вот такие рисовые отруби, тоже могут быть гречневые, это может быть просто какая-то перемолотая клетчатка, ее может вообще не быть, то есть старайтесь экспериментировать и находить вариант, который вам больше всего понравится. В качестве подсластителя, все-таки хочется, чтобы сырники были хотя бы немного сладкими, у меня будет стевия вот такая в порошковом виде от Meal2Go. Вы можете использовать обычный сахар, вы можете использовать стевию жидкую, вы можете мед добавлять, вы можете добавлять банан, то есть любой подсластитель, но естественно это будет влиять на калорийность вашего итогового продукта. И также мне потребуется совсем немножечко соли. Ну что, в принципе, это и есть все ингредиенты, которые нам потребуются. Также, естественно, вам нужна будет мультиварка с вот такой вот крышечкой, я думаю, она у всех мультиварок есть, на которой мы будем выкладывать наши сырники, и они у нас будут готовиться на пару над водой. И, конечно же, мисочка, в которой мы сейчас замешаем наше тесто для сырников. Не знаю, как вы, но я просто обожаю сырники, но проблема в том, что сырники можно приготовить совершенно по-разному. Кто-то готовит их на сковороде с масличком, добавляя в сами сырники целую кучу ложек сахара. Естественно, они становятся не очень полезными. Кто-то выпекает сырники в духовке, выкладывает сами сырнички на пергаментную бумагу, допустим, и выпекает в духовке. К сожалению, в моей кухне духовки нет, но я решила выкрутиться из такого положения именно с помощью мультиварки. Я уже давным-давно хотела попробовать такой рецепт мультиварки, я просто в восторге. Как мне кажется, лучший вариант таких вот сырников на пару употреблять их именно на ужин. То есть зачем какие-то коктейли протеиновые, казеиновые пить, если можно просто наделать вот такие сырнички и кушать их ночью. Кстати, можно использовать различные соусы низкокалорийные к этим сырникам, хотя даже без различных соусов, без различных добавок, да, как обычно хочется полить чем-то сладеньким сверху, они сами по себе очень вкусные, очень нежные получаются. В общем, я думаю, вы убедитесь в том, когда попробуете этот рецепт. Главное, очень-очень тщательно
перемешать творожок, чтобы не было комочков, чтобы у нас тесто было действительно очень нежное. Тем более, когда оно будет готовиться на пару, оно еще нежнее станет. Я особо никогда не готовлю по рецептам. У меня как-то все само собой получается. Я решила, допустим, приготовить сырники. Взяла творог, взяла какие-то подходящие еще к нему продукты и начинаю творить. Все очень по-разному получается. Мне кажется, так даже интересней, когда ты придумываешь что-то новое, что-то свое, что лично тебе подходит, потому что даже, допустим, вот этот рецепт, который я покажу, ну, у вас, допустим, может быть не быть стевия, у вас не может быть отрубей, но можно все прекрасно заменить. Очень часто девочки спрашивают, чем заменить, допустим, протеин, чем заменить то, чем заменить это. Всегда находятся взаимозаменяемые продукты. Сладости очень легко заменить, тот же банан, тот же мед. Но если это мед, то старайтесь как бы не подвергать его термической обработке. Яйца добавляем. То есть, если у вас, допустим, готовятся сырники, лучше сверху полить их медом, чем вы будете добавлять мед в тесто, и оно там будет печься и просто превращаться в обыкновенный сахар. Так, смотрим. Вот сейчас, кстати, будет экспериментальный юмор, потому что я вот думаю, хватило ли одного яйца на такое количество. В принципе, да, должна быть смесь такая очень пластичная, когда вы добавляете яичко. По поводу теста, его всегда можно будет разнообразить. Ведь, согласитесь, постоянно есть одно и то же, всегда очень скучно. Поэтому я обычно люблю добавлять различные там добавки полезные, естественно. К примеру, семена льна. Можно добавить сюда немножко семян. Это очень будут полезные жиры в качестве такого дополнения в конце дня или в начале. Можно добавить, допустим, ягоды годжи, распарить их, и будут такие вкусненькие ягодки попадаться в сырниках. Или же, к примеру, вот такие какао-бобы размолоть, и будет такой привкус какао, кокосовую стружку можно будет добавить. Боже мой, фантазия просто безгранична. Всегда пробуйте что-то новое. Теперь наступило самое интересное. Нужно подсластить нашу смесь для сырников. Как я сказала, вы можете сделать это обыкновенным сахаром. Вы можете добавить в эту смесь 3-4 столовые ложки, если у нас 440 грамм. Или же добавить стевию. Вот у меня такая порошковая. И самое интересное, что существует таблица сравнения обыкновенного сахара с такой вот стевией. Я вам как-то скидывала ссылочку, еще раз оставлю. И я подсчитала, что мне будет достаточно на эту смесь чуть-чуть меньше половины чайной ложки стевии. Я так посыпаю. Я помню, кто-то когда-то писал, что вот такая вот стевия порошковая имеет какой-то странный привкус, горьковатый, у кого он какой по-разному бывает. Лично я такого привкуса в этой стевии не чувствую, но если что касается стевии, которая вот в травичке, да, такая перемолотая, то может быть, нужно пробовать разные производители. И теперь приступим к добавлению различных скрепляющих смесей, я это так называю. Я, наверное, добавлю где-то столовую ложку отрубей. Слишком много я не люблю их добавлять, потому что они как-то слишком сильно хрустят, прибавляют такой оттенок нашим белоснежным сырникам. Ну, в общем-то, не очень-то хочется, чтобы они были такие коричневые. И где-то 2 вот таких вот с горочкой столовые ложки муки. Вот так вот. И теперь еще раз тщательно перемешиваем. Должна получиться действительно такая пластичная смесь, с которой можно будет вручную слепить наши сырнички. Далее мы с вами берем уже нашу посудинку от мультиварки и сюда наливаем где-то половину стакана воды обыкновенной. Нам же нужен пар от чего-то, чтобы наши сырники готовились. Сверху мы кладем нашу формочку, где будут помещаться все наши сырники. Естественно, вся масса не поместится сюда, но будем делать в 2 захода, ничего страшного. И теперь самое главное — это наши руки. Руки нужно намочить для того, чтобы ими было легче лепить нашу смесь. Потому что если вот так вот сухими руками брать, то все ваши сырники останутся у вас на руках. Так что мочим руки перед каждой лепкой каждого сырничка и выкладываем их по диаметру нашей формочки. Я не советую вам делать слишком большие сырники, они должны помещаться примерно в ладошку, для того, чтобы они полностью все проготовились внутри, чтобы не были они сырыми. Катаем шарик самый обыкновенный и немножко его приплюснем сверху, снизу.
вот таким вот образом и выкладываем. Я вот тут недавно заметила, что я все, абсолютно все готовлю в мультиварке. Я готовлю себе каши на завтрак, я готовлю себе мясо, я готовлю супы, я готовлю, вот, допустим, сырники, десерты, пироги, рыбу запекаю. Что там еще можно сделать? Боже, да, мне кажется, все можно делать в мультиварке, особенно если там много режимов. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сырников. Неплохо, на 2 человека, то есть по 4 сырничка, я думаю, будет достаточно. Конечно, лучше оставить немножко пространства между ними, потому что сырники немножко увеличатся в размере, когда они будут готовиться на пару. Все-таки, поэтому, прости, дружок, но ты не помещаешься сюда. Оставим все вот таким вот образом. Все, 7 сырников помещается, и 8-й, прости, дружок, но нет, никак ты не влезешь. Ну что, вот моя малышка Редмонд, о которой я вам уже не раз рассказывала, которая не раз готовила. Она уже многое пережила, и я очень, конечно, довольна. Теперь помещаем нашу емкость. Не забываем, что вода обязательно тоже там должна быть. В нашу мультиварочку. Здесь стоит 30 минут. Я, наверное, оставлю 30 минут. Температура у меня 100 градусов. И включаем. Я просто буду посматривать после 20 минуты. Я думаю, что будет все готово. Оставляем наши сырники, и пока можно отдохнуть. И наши сырнички готовы. Самая главная ошибка, по которым я, можно сказать, ела какую-то кашу вместо сырников, это то, что нужно сейчас вынуть эту формочку и ни в коем случае не доставать вот эти распаренные нежнейшие сырники вот прямо сейчас, в данный момент. Нужно поставить эту формочку, я, к примеру, ставлю на подоконник, чтобы она на воздухе быстрее остыла. И когда остынут уже сырники, они станут более твердыми, и только тогда мы будем доставать форму. Обязательно, обязательно сделайте именно так. Так, ну что, наши сырники остыли, и они, кстати, затвердели. Конечно же, теперь их гораздо легче достать из формы, иначе, я вам честно говорю, это превратилось бы в какую-то ужасную кашу. Поэтому я аккуратненько отковыриваю их от формочки и помещаю на тарелочку. Они выглядят действительно очень правильными, если можно так выразиться, эти сырнички, потому что обычно мы привыкли видеть румяную такую корочку на сырниках после того, как мы их пожарим на целой куче масла на сковороде, да, совсем немного прилипает, но гораздо лучше, чем бы мы их свежими вынимали из формы, когда они только-только готовы. В принципе, 4 сырничка может хватить на одну порцию, но мне кажется, я бы добавила еще один себе. В принципе, для ужина, мне кажется, это идеальный вариант. Можно добавить какую-то низкожирную сметанку, да, я как любитель сметаны, естественно, могу это сделать. Можно добавить какой-то фрукт. Но будьте внимательны к добавкам, потому что в зависимости от того, когда вы будете кушать эти сырники, то, естественно, менее калорийным, менее углеводным должен этот быть продукт. Естественно, если у вас, допустим, идут сырники на ужин, то банан к ним, ну уж вряд ли подойдет. Выбирайте фрукты или же добавки с низким гликемическим индексом. Я уже не удержалась и съела кусочек. Получились очень сочными, очень вкусными. И, честно говоря, по вкусу они не очень-то отличаются от сырников, которые можно приготовить на сковороде или в духовке. Действительно, я очень довольна рецептом, и вы обязательно должны его попробовать. Если вы как-то модернизируете этот рецепт или делаете что-то по-другому, чем я, обязательно пишите в комментариях и ставьте лайки, если хотите видеть такие рецепты почаще, когда я болтаю и вместе с вами что-то готовлю. Встретимся в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока! И не забывайте участвовать в марафоне. Пока!